На севере Свердловской области за Верхотурьем находится край заброшенных деревень. И мы отправляемся на него посмотреть. Плохие дороги, просторы, глухомань. Все это нас ждет впереди. Вообще мы сейчас выдвигаемся в деревню Угловая. В ней всего лишь проживает один житель. И я надеюсь, мы с ним сегодня встретимся. Нужно нам проехать около 100 километров. Это вот улочки города Верхотурья. И со мной сегодня Шура Трэш и Питбайк. Мы сейчас поедем на восток вдоль реки Тура. Как будем видеть что-нибудь интересное, там заброшенные деревни, будем останавливаться и смотреть, показывать вам, следовать. Пока мы едем, хочу рассказать вам про крутейший канал моего коллеги. Много интересных заброшенных мест, от самых глубоких подземелий до необычных вершин. И интересные обзоры, познавательные рассказы, а также возможность самим посетить некоторые места. Все это и не только на канале Дмитрия Солодянкина. Я давно подписан на него. Крутой чувак. Искренне рекомендую вам. Ссылочка в описании. Подписывайся, не пожалеешь. Первая деревня на нашем пути — Глазновка. По данным переписи 2010 года здесь проживало 50 человек. Но сейчас и того меньше. Вот дом заброшенный. Этот дом жилой. Там сзади погорелые. Вот такая вот деревня. Немного домов, и заброшенные дома стоят пустые, никому не нужные. Проезжали, увидели вот старые фермы, скорее всего коровники, может быть свинарники, но больше всего нас заинтересовало вот это вот строение. Подойдем поближе сейчас. Почему-то мне издалека показалось, что это старая мельница. Возможно, это так, просто верхней части нет. А может быть, это был склад, либо мини-элеватор. У кого какие мнения, пишите в комментариях. Старая лестница, можно было подниматься наверх. Вот так вот это здание выглядит изнутри. Были окна, они заколочены. Следующая наша остановка — это село Путинка. Село это удивительно тем, что в нем нет домов, только вот такой вот храм. Ровное поле, вокруг на несколько километров ни души. И для кого здесь строить храм? Эти места у верующих считаются святыми. Здесь когда-то свершилось чудо. Было это более 300 лет назад. Из села Меркушино в город Верхотурье переносили раку с мощами святого праведного Симеона Верхотурского. Вслед за процессией на коленях полз блаженный Косьма. Он был увенчанный и не мог ходить. Утомившись, Косьма обращался к праведному Симеону, как к живому. «Братья Симеоне, давайте отдохнем». После этого гроб с мощами никто не мог сдвинуть с места. Таких остановок было несколько. Одна из них здесь, в селе Путинка. Благочестивые христиане, желая почтить память святых Симеона и Косьмы, возвели потом храмы и часовни на месте каждой такой остановки. До революции христиане, совершая паломничество к мощам святого праведного Симеона Верхотурского, обязательно проходили весь путь блаженного Косьмы от села Меркушино до Верхотурья, останавливаясь в том числе и в Путинке. Вот и мы, проезжая мимо, хотели остановиться здесь лишь на несколько минут, но отец Виктор, который служит при храме, так увлек нас историями и рассказами, что мы не заметили, как прошло 2 часа, а в конце он разрешил нам даже позвонить в колокола. На первое время, ребята, надо закрыть уши.
уши закрыть? Да, закрыть уши. Потому что боль очень звонкая. Колокольный звон, он лечит. В общем, во время того, как он звонил в большой колокол в первый 12 раз, у меня было желание сильно сфотографировать этот процесс на ширик. Вот, и я думал из одного уха вытащить палец. Он же сказал нам заткнуть уши, думал вытащить палец из одного уха и сфотографировать. Я вытащил палец, он ударил в колокол, и звук на самом деле настолько громкий, что просто до боли в голове, до боли в ушах просто, и пришлось резко ухо затыкать. И, ну, действительно, звонари вот профессиональные, правда, говорят, что глохнут, потому что звук нереально громкий и прям, ну, может навредить слуху. Зато потом, когда он разыгрался, мы спокойно могли терпеть удары, ну, сильные удары, сильные звуки большого колокола. Вот такой вот удивительный факт. В той стороне находится река Тура. Именно в эти места святой Симеон любил приходить, уединяться, молиться, ловить рыбу. И на этих местах возвели вот такой вот красивый деревянный храм. Дорога испортилась, началась такая асфальтированная дорога, но она сильно разбита, скорее всего, лесовозами. Вокруг нас тайга, вокруг нас болото. Мы продолжаем ехать, но скоро будет остановка, и это будет интересный поселок Восточный. Практически приехали к поселку Восточный, остановились. Река Тура. Здесь вот построили новый мост, а старый понтонный вытащили на берег. Вода у реки необычного цвета, коричневая. Она имеет такой оттенок торфа, потому что вокруг очень много болот. И вода из болот придает этой воде такой вот оттенок необычный. Кругом заброшенные дома. Вот дом, справа дом, дворы. То есть когда-то жили люди, и потом все бросили и уехали, конечно же, в город. Ребят, все, мы находимся в поселке Восточный.
В нем проживает около 4000 жителей. Вот я думаю, что вот это какая-нибудь старая заброшенная библиотека. Вот это здание нас удивило. Возможно, это заброшенный универмаг. Может быть, вот это здание библиотеки. Дороги грунтовые. Вот заброшенное здание. И впереди вот тоже дом заброшенный. Слева дом заброшенный. То есть вот это вот получается такой, ну, полузаброшенный райончик, потому что слева дом жилой. Там живут. В принципе, стоят вышки сотовой связи. Есть даже 4G. Не совсем край географии, хотя это край географии. Поселок такой достаточно большой, прямо в тайге находится. Да, скорее всего, был какой-нибудь магазин, да, здесь жизнь кипела, стояли прилавки с колбасой советской, но все проходит в этой жизни, и жизнь данного магазинчика, объекта тоже подходит к концу. Это дом культуры, но он не заброшен. Двери новые, сейф-двери, сбоку окна заколочены, слева пластиковые, справа деревянные. Так что приглядывают за ним. Культура не покинула этот поселок пока. Это трубы с горячей водой, за ними следят, одета на них шуба, броня и уходит туда. Значит, жилые дома там есть тоже. Ну да, вон я вижу впереди два дома таких каких-то вот полузаброшенных, а один прямо новенький, отремонтированный. Ребят, вот один из заброшенных домов. Обратите внимание на мусор на балконе. Некоторые стекла выбиты, некоторые целые. Вот, допустим, на первом этаже. Следующий дом жилой. Там тоже дом жилой, отремонтированный. А это, ребят, скорее всего, котельная. Окна заколочены, но судя по состоянию труб, котельная все равно работает, я думаю, да? Зимой топят ее. Местные жители работают здесь на леспромхозе. Ну, скорее всего, работают вахтами, также уезжают в город на заработки. Ладно, не будем здесь долго задерживаться. Нас ждет деревня Угловая. Поехали дальше. Кстати, вот есть школа в поселке. Достаточно такая большая. Пластику окна, все дела. Да, школа здесь нормальная. Наоборот, прикольно. Такое яркое. Еще немножко, и мы будем у нашей цели. Вот такая вот грунтовочка, здесь дорога. Эта дорога идет на Сосьву, на поселок. Движение здесь такое, машин мало. Реки проезжаем, река Молва либо Молва. Последняя деревушка на нашем пути, Усть-Хмелевка. Она тоже уже почти что деревня-призрак. Вот дом стоит покосившийся, точнее ворота покосились. Дом еще вроде бы пока более-менее целый. Окна заколочены, тут вот стекла целые. Вот здесь вот дома заброшенные. Деревня образовалась в 1930-х годах. Был храм, сейчас храма нет. Была школа, библиотека. В общем, жизнь здесь кипела раньше. А сейчас потихонечку деревня превращается в деревню-призрак. Вон дальше дома тоже заброшенные. А вот это вот, скорее всего, школа. Вот она такая, большой-большой такой длинный дом. Скорее всего, это школа. Дальше только пешком. Нам нужно двигаться вот в том направлении. Видите, какие здесь дороги. Тут только на внедорожнике, на нашей машине туда не проехать. Где-то около 2 километров. И мы будем в Угловой. Деревня кончается. Эти дома, ребят, совсем плохие. Крыша вся прогнила. Здесь все сарайки рухнули. У того дома крыша вообще рухнула. Последний дом. Столб упал здесь. Давайте попробуем зайти. Если открыто, пойдем. Если закрыто, не пойдем. Anybody home? Ну замок висит. Сарайки рухнули. Туалет. Окна когда-то были заколочены. ДВП отпало. О, смотрите, грабли. Грабли висят.
Ну, хозяева, скорее всего, приезжают сюда. А может быть и нет. Ладно. Уходим дальше. Нам надо в угловую бежать, пока не стемнело. Вышли на дорогу, смотрите, в каком она состоянии. Гоняют здесь лесовозы. Явно на легковушке тут не проехать. Даже вот на болотоходах ездят. Следы от гусениц. Так что тут вообще без вариантов. Даже, я не знаю, ну на УАЗике вот здесь сбоку можно проехать, в принципе. Идем, громко разговариваем, отпугиваем животных. Волки, медведи, это вообще как бы без проблем здесь. Когда шли, видели зайца, убежал он в лесок. Так что живности здесь хватает. Все, ребят, мы пришли. Вот и угловая, первый дом. Да, деревня когда-то жила, процветала. Сейчас вот этот дом заброшенный. И еще один дом местного жителя. Здесь проживает всего лишь один человек, Юрий. Не знаю, если нам повезет, то мы с ним познакомимся. Пойдемте дальше. Вот я вижу, техника стоит, комбайны. Ну, все это попозже посмотрим. Пойдемте вперед. В деревне нет ни газа, ни электричества. Хотя высоковольтка, вот она, мимо деревни проходит. Но к ней никак не подцепиться здесь. Какой-то из этих домов дом Юрия. Вот он разводит коров. Вон коровки гуляют. Пришли домой. Идут к нам. Вон я вижу солнечные панели. Антенна сотовая. Ловит интернет здесь Юрий. Ну, наверное, смотрит телевизор. Так что у Юрия есть электричество. Вот и бык. Бык, видишь, чем занят. Ему не до нас. Ну вот, скорее всего, дом Юрия. Давайте подойдем, постучимся. По крайней мере, посмотрим. Ну да, может, дома есть кто-нибудь. Что-то Юрия не видно. Давайте пока посмотрим, какая у него техника есть. Вон у Юрия есть трактор, видимо, пашет поле под картошку. Газончик есть вот такой вот. Ну, возможно, он не на ходу, но с виду вроде бы даже такой нормальный. И вот, это Урал. Урал здесь стоит. Тоже на ходу, не на ходу. Непонятно, но колеса вроде бы не спущены. Вон дрова, наверное, возит. Кабина такая. Ладно, внутрь не полезем. Просто смотрим. Еще какой трактор интересный. Фара самодельная. А сзади это косилка, да. Заготавливается сено для коров. Еще два трактора. Но это уже точно памятники советскому трудолюбию. Эти трактора уже явно никуда не поедут. Здесь когда-то был совхоз, соответственно, техника, комбайны. Все это осталось еще с тех времен. Вот плуги, но плуг заржавел, явно он не в работе. Различные бочки. А вон там впереди амбар с сеном. И комбайн. Вау, пойдемте сходим, посмотрим комбайн. Разъезжаться народ начал из этих мест, из этой деревни еще где-то с 70-х годов. 70-е, 80-е. И деревня становилась все меньше, меньше. Потом 90-е совсем деревню добили. И сейчас здесь проживает один лишь Юрий. Ну, вот так вот выглядит комбайн. Он тоже явно не на ходу. Колес даже нет, вон спереди. Кабина закрыта, но вот сиденье, ручки управления, руль, вон 3 педали. Вот такой вот комбайн.
Да, ребят, жалко, что Юрия нет дома. Очень хотелось с ним пообщаться. Вот так вот выглядит деревня Угловая. Нам сейчас нужно добираться до дому, бежать. Скоро, кстати, стемнеет. Если вам понравилась эта деревня, приезжайте сюда. Но только единственное, захватите с собой продукты. Так как магазин далеко, я думаю, что Юрию продукты точно не помешают. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Инстаграм не забывайте. Там я практически сразу публикую фоточки. Вот сейчас я сразу же накидаю фоток в Инстаграм этой деревни. В общем, везде подписывайтесь. Все, спасибо, пока-пока, всем удачи.